Капец, Санта, привет. Что за люди? Ты реально как будто в коме был. Так. Где ты был все это время? Чем занимался? Привет, Флин. Ой. Я это-то не вела. Ключ. В больнице? В коме? Это не смешная шутка, если что. Блин, как мне настроить так, чтобы ничего не тормозил? Ну, вот сейчас вот как-то получше вроде, да, чем раньше. Санта. Я очень надеюсь, что ты шутишь все-таки. Но если ты не шутишь, то хорошо, что с тобой сейчас все хорошо. Вот. Привет, айфон. Что ты услышал, Флин? Ой, сори. Так, мне надо проверить чат на Васте, да? Работает. Так, я тут немного с настройками в ОБС шаманила. Короче, сейчас смотрим, если будет тормозить, как раньше, то напишите, я еще пошаманю. Ой. Так, а на чем мы остановились в прошлый раз? Так, у нас этот, как его... Песня сирены. Привет, Морт. Так, что мы нашли на месте преступления? Кто-то оставил на лбу жертвы след поцелуя, помады. Я нашел сигарету с цитрусовым табаком, испачканную красной помадой. В бутылке вина, которая лежала рядом с жертвой, содержится цианид. Похоже, его отравили. Нужно рассказать о находках полицейскому. Мы ему уже рассказали. Так, нам нужно, получается, отыскать информацию. Так, кто... Еще один моряк утонул в фонтане. Кто-то сообщил полиции о теле. Тело нашли в эскаладе. Получается, нам нужно в полицейский участок.
в архив. Так, может быть, я еще тут немного настройки подубавлю. Да, ты все правильно услышал электронку. Че? Выясните обстоятельства происшествия в мастерской капеллы из чужих разговоров. Окей. Как мы должны понять, что важно, а что нет? Так, у него в мастерской нашли труп. А почему? А, мы что-то еще не выбрали. Ой, не то. Ой, я успела. Мертвец в сейфе. Меня заинтриговали слухи об аресте Базилио Капелло, владельца знаменитой мастерской Капелло. Обстоятельства дела довольно примечательные. В сейфе в магазине Базилио был обнаружен труп мужчины Николо Детти. Базилио утверждает, что невиновен, но улики говорят об обратном. Его держат в камере в полицейском участке. Ой, я забыла, где у нас тут этот... Архив. Так, преступления. Так, субъекты жертвы. Скалать. Так, нет. Отчет номер 1227. Некий моряк утонул в фонтане общественного парка на пересечении Харбор-авеню и Баскервиль-стрит в Скаладио. В момент смерти жертва предположительно была в состоянии опьянения. На щеке погибшего обнаружен след красной помады. Привет, Редейс. Так, окей, что нам это дает? Так, на пересечении Харбор-авеню и Баскервиль-стрит. Я не вижу здесь Харбор-авеню. А вот. О, прям рядом. Так, в парке. Там, что ли? Ah, look, they drained the fountain and removed the body. We're too late. No matter, we'll work with what we have. Last week's newspaper, the front page reads, "Sky is the limit, Governor funds Arsenal's second airship."
Ой, опять. У нас опять бычок с красной помадой. Light tobacco with a hint of citrus. A bright red lip rouge mark. A broken bottle with no label. Drowning in a 2 feet deep fountain. Блин, он меня пугает постоянно. This really takes the biscuit. Так, опять эта This бутылка. wine, again. Don't sailors prefer spirits? А, это еще и вино. Ой, сейчас чихну. Drained to the last. Achoo! Achoo! Ugh, the litter bin is right there. The victim won't be needing his cap anymore. I might as well take it. Спасибо. A cotton shawl. Could it be our sirens? Предупреждение. Экли, мне стало известно, что при осмотре места преступления вы систематически оставляете без внимания важные улики. Подобная невнимательность для полицейского недопустима. Не удивлюсь, если эту записку вы где-нибудь потеряете. Это последнее предупреждение, Экли, я не шучу. Начальник полиции Донован. Так, что у нас тут еще есть? Вон. A worn leather tobacco pouch, salt stained from a long time at sea. Так, подождите, у нас тут еще химический анализ? Нет, химического анализа у нас нет. Окей. Так, нет, нам нужна курящая женщина. Вот. This sailor is another Easy. victim of the same woman. She poisoned him and pushed him into the fountain to make it look like an accident. Sherlock, the spot where he fell. I saw something. Maybe you should take a look. Blimey, the great detective is baffled by a piece of cutlery. A water-soaked matchbox from the Drinking Dutchman. Must be a local pub. Привет, Джессик. Venetian copper soldi. Authentic, but worthless. Так, все улики найдено. Окей, что у нас есть? Коробок спичек из гулящего голландца, который нашел в фонтане. Паб находится на юге Сильвертона у моста Виктория. Так, Сильвертон. На юге. Господи, а где юг? А мы, кстати, тут даже не были ни разу. У моста Виктории. Что за мост у нас?
А тут нету моста Виктории. Ладно, давайте пока тут метку поставим еще раз. У моста Виктории. А, вот. Да. Все. Все ясненько нашли. Ой, выйти бы еще отсюда. Так, а где у нас перемещение быстрое? Если немного притормаживает, то это не стрим, это игра. Я не знаю почему. Я вроде все убавила, но все равно. Так, нет, нам не сюда. Господи. А, вон, нам туда. Я тебя даже ничего не спрашивал. Да, моделька, кстати, очень много жрет. Может, нам надо было переодеться? Ай, да что ты. Так, давайте переоденемся лучше. Ой, как тут плохо было. Не надо? Окей, давайте вернемся тогда. Они точно нам все расскажут? I'm looking for information about a sailor who recently drowned in Scaladio. Would you happen to know anything about him? Maybe, maybe not. Why would I talk to a landlubber about it, eh? Нет, издеваться мы не будем. Что он сказал? Бармен недолюбливает сухопутных крыс. Он что-то знает, но не говорит. Пока я же говорю, надо было переодеться, ребята. Ну, блински. Нам нужно переодеться в моряка. Где тут ближайший магазин одежды? Неизвестно. Вот тут вот. Но до тут бежать очень далеко надо. Does this poster truly claim that Cordona has a ghost? Так, давайте в ту сторону. Ой, ой, ой. Не, я мимо не пробежала, но сохранилась. Потом просто его сделаем. О, вау, тут есть улица красных фонарей. May I ask you something? No, I've heard nothing. But I can help you with something else. Ля какая, вы посмотрите. Блин, где тут этот? А может у нас есть уже? Давайте попробуем.
Так, окей. О! Моряк Джон. Здорово. Все. Красную палату. Блин, тут еще все красное. I'm shipping up to Boston in a few days. What can I get you, mate? О, I'm сразу. good. Don't want to end up like that guy who drowned in the fountain after having one too many. Aye, I know the fella. Shame, damn shame. But let me tell ya, it wasn't the drink that got him. 'Twas a curse. Let me guess. It had something to do with the siren? No way, mate. That's just a daft superstition. I'm talking about a real curse here. He was from HMS Achilles. Some British schooner, nothing special. Except one of them Jack Tars shot an albatross. Everyone knows it's bad luck. Everyone. The dimwit brought the curse upon his whole crew. 3 are dead already. Wait, I've heard of only 2 such accidents. Are you saying that another man drowned? Drowned or not, they've all kicked the bucket. Just this morning, another member of the crew was found dead. It's a curse, I'm telling ya. Now we're obliged to find out if... It must indeed be the curse, but how do you know all that? Why, he told me the whole story himself. The victim told you? His crewmate. The one Бля, who он killed слишком me выделяет. was Ой, у него так Harry волосы смешно Thorne. мигают. He's renting a room upstairs. Every day, he gets completely rat-arsed, raving on and on about the bird around his neck. He's sleeping it off right now. But when the blighter wakes up, it'll be the same thing all over again. Do you have a free room? Certainly do. Dirt cheap. Here's the key. Go pick anyone you like. Клуб воробьище. Ой, там кто-то это... храпел. Че я прям сюда it могу? smells of stale cigarettes and damp bed sheets. Not exactly the best place to stay in town. Так, это ему не нравится комната. Ладно, идем дальше. Тут закрыто. Сюда нас тоже не пускают. Oh, the smell alone makes me feel groggy. Oof, he's really gone on a binge. Так, еще один мертвый моряк. Мы узнали, что за клубом «Огромный воробей» на Квин-стрит около пересечения с Глория-Лейн в Скаладе нашли мертвым еще одного моряка. Джон попросил узнать, что произошло. Давайте сюда сначала пойдем. Так, в Скаладе на Квин-стрит около пересечения с Глория-Лейн. Квин-стрит. Так, видимо, здесь. Так, я потерялась. Не, подождите, сначала туда.
Ой, мы тут, наверное, добежать сможем. На пересечении с Квин-стрит. А, вон. This place stinks of urine and cheap alcohol. Well, if it ain't Mr. Smarty Boots. Guess what? You were right about the poisoning, but this time I'm ahead of the game. We've got another homicide on our hands. Same method, same everything. See for yourself. Как он узнал, что это я? У меня же After all маскировка. this, I assume we're going to meet a werewolf next. He suffered a head wound. There's caked blood in his hair underneath all the mud. A sharp, bloody rock stuck deep in the mud. The officer must have rolled the body over. Looks like he slipped. An empty bottle of rum. European Но он use. пил ром. This was clearly an accident. Так, тут все. What did I tell you? We've a killer on the loose. I knew it. That may be true, but this here is very clearly an accident. The victim slipped and hit his head on a rock. I would have thought it obvious. Oh, you've got to be kidding me. I thought I had all this sewn up. But you just had to come along and make me look like an idiot. I hope you're happy now, genius. Just move along. Слышь, блин. After all, the curse of clumsiness. Не, мы ему помогли, получается. А он еще и это. I hope it's not contagious. Так, это все. Теперь обратно идем. Так, эту метку нам бы убрать. А что? А если он, блин, неправильно сделал? Я просто указал на его ошибку. Перепишет. Нельзя работать спустя рукава. Если бы он сразу бы все правильно бы сделал, то не надо было бы ему ничего переписывать. Так. Oof, he's really gone on a binge. He's out cold. No use trying to wake him. Ой. Слишком сильно Same as кто-то we saw пнул. earlier. She's pretty free with her kisses. Perhaps too much for her own good. А мы что-нибудь... А, письмо от Элиза. Мой милый Гарри. Ты, наверное, меня уже не помнишь, зато я помню тебя. Как забыть ту ночь, полную страсти? Я узнала, что ты снова на острове. Может, навестишь меня в саду наслаждений? Обещаю, ты не пожалеешь. О деньгах не беспокойся, ты для меня особый клиент. С мыслями о тебе, Элиза. Ой, так мы все-таки пойдем туда? The photo of the cursed crew. Here's Thorn, and right next to him, our first drowning victim. Сори за скрипящий стул, я просто хочу подвинуться. Sedona, 1879. Now we walk into a trap, guns blazing. The game is afoot, Sherry boy. Well said. I think I'll borrow that line from you, old chum. Так, тут мы все нашли.
Так. Нам нужно, короче, бороду. Нам нужна борода. В смысле, тут нельзя переодеться? Он же спит. Нам нужна борода. Блин, нам, получается, нужно будет... Да почему тут нельзя переодеться? А это что, можно поиграть в картишки? Could you help me? I'd help you if I could, but I know nothing. Блин. Так на мне есть моряцкая фуражка. И бороду. Вот борода нам нужна, бороды у нас нет. Хотя не есть. Или другая нам борода нужна? Не, мне кажется, нам другая борода нужна. Так. Блин, что, бежать прям до сюда? Ну, давайте добежим. Купим бороду. Что я проиграю? Нам бы еще лицо как-нибудь состарить немного. В карте. Почему ты думаешь, что я проиграю? Come closer and try something on. The finest clothes for the finest citizens. Вот такая вот нам, мне кажется, нужна борода. Так. Фуражка у нас есть. Такая вот нам нужна, мне кажется, это. Нет, слишком старый. Роскошный макияж. Не, мне кажется, все. Come closer and try something on. You won't regret it. Вроде норм. Так, теперь вот сюда, да? Ой, продавец дорогой мебели. Refresh your interior. My goods will brighten up your house. А давайте купим, у нас был денег. Enjoy your purchase. Шикуем. Да, Мор, теперь ты знаешь, что у Рио борода растет в считанные секунды. Что-то мне кажется, что мы не туда бежим. Мне почему-то очень кажется, что мы вообще не туда бежим.
Надеюсь, что тут можно тоже пройти будет. Нет, походу нет. Блински, а? Где я вообще? Какие-то, блин, невидимые стены, алло. Блин, борода, это классно. Так, милый Гарри, может, навестишь меня в саду наслаждений с мыслями о тебе, Элиза? А где именно она тут? Может, у нее спросить? О, это маме? Madame Pauline will see you right. Girls, boys, a bit of both. Whatever tickles your pickle, darling. I'm looking for the girl who wrote this letter. Perhaps you know who she might be? Let me see. No, I don't know, Lovey. I have a Lizzie here, but I doubt she can even spell her own name. And what's all this nonsense about a special client? This is a business we're running here, not a charity. I don't see what you're getting at. I don't see what you're getting at. I don't see what you're getting at. Cannot help you with this, Lovey. Cannot help you with this, Lovey. Cannot help you with this, Lovey. I'm looking for a specific girl. This is her shawl. Do you have any idea where she might be? Ah, I know who you mean. It's the goody two shoes down the street. She's not one of mine, though. She's not even a working girl, if I say so myself. Trust me, Lovey. We'll give you a much better time. I don't doubt it, Mom, but I have to see her first. Thanks for your help. Щит. По словам мадам Полин, шаль принадлежит девушке, которую она недавно видела поблизости. Блин, а как она хотя бы выглядит-то? Ты? Could you help me? Oh, sorry. I know nothing about it. But I can please you in another way. Так. Так, мне надо метку убрать. Yeah, I think we should interrogate some of them. Well, hell, all of them. Help me, please. Sorry, I know nothing about it. But I can please you in another way. How do you do? Can you satisfy my curiosity? I can't help you with this. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Блин, ну они тут все одинаковые. А, вот может она? Да, Harry, it's you. I knew you'd come. It's been so long, but you haven't changed a bit. I don't suppose you remember me, do you? You must be Eloisa, yes? I got your letter. Wonderful. No point beating around the bush then. I've missed you, love. I wonder if you still have your prowess. Why don't we go to my place for some wine and something extra? В смысле, сначала мне нужно кое-что сделать. How could I Пойдем. refuse such an offer from a pretty girl like you? Let's go right now. Wonderful. Follow me. It's not far from here. Here we are. Make yourself comfortable, love. There's wine on the table. You should have some. Loosen you up. О май Bring out гад. your naughty side. Надеюсь, тут ничего не будет запрещенного показывать. Absolutely. I'll join you in a minute. I just need to powder my nose. All right then. I'll be waiting for you, pet. Лапуля. You just call her pet. Seriously. Boy, you are truly hopeless, Sherlock. Siren's song. She is consistent, I'll give her that. The bottle was open and the cork replaced. Это уже расположился поудобнее. Enjoy your wine, sweetie. I'll be out in a minute. Can't leave just yet.
Hey, if you want to keep this stupid act up, you better hurry up, she'll be out any second. HMS Achilles, Friday, 5 p.m. She prepared for their arrival. The beloved child of a rich family. Так она еще и богатая. Письмо от матери. Дорогая Лиза, выслала деньги, которые обещала в прошлом письме. Твой отец до сих пор винит тебя, но я знаю, что ты ни в чем не виновата. Он меня не слушает, но я вижу, что он очень по тебе скучает. Доченька, я тебя прошу, вернись домой. До тех пор я буду о тебе молиться. Твоя любящая матушка Рэйчел Эспосто. Мне очень интересно, какой у нее мотив вообще. Come on, hurry up. Дневник Лизы. Еще с одним покончено. Я думала, мне станет легче, когда я буду наблюдать, как от него идет рябь по воде. Но я ничего не чувствовала. Ничего, кроме своей боли. Вот бы воспоминания могли исчезнуть, как эта рябь. Как бы я хотела забыть тот грязный переулок, страх, беспомощность... Они ее изнасиловали, все понятно. Беспомощность. То, как их руки шарят по моему телу. Мне никак не отмыться от их прикосновений, и даже их смерть не приносит утешения. Но отступать поздно, остался всего один. This lip rouge looks good on her. Just saying. Ah, she's smoking citrus-flavored cigarettes. The dots connect. Вот и цианид. White powder with a bitter almond-like odor. These are no smelling salts. It's cyanide. Oh, here she comes. Sorry for making you wait, sweetie. I hope the wine has kept you good company. Oh, yes. I needed to wet my whistle real bad. But the bottle is full. You didn't even take a sip. Come on, drink it. I insist. I have to decline. I believe the contents may be detrimental to my health. Wait, what's happening? It's time I drop my act. This beard is false. I'm not Harry Thorne. Oh, I see. You're from the police then, yes? Here to question me? There's no need. My name is Sherlock Holmes. I know that you killed Thorne's crewmates, and I know why. Well, Mr. Holmes, you can save your breath. I won't deny a thing. But please, stop tormenting me with this farce. Do what you must. Ребят, что делаем? Так-то на ее месте я бы, наверное, точно так же бы поступила. Тайфун, не спойлери. I will keep it a secret, but you do have to stop. How can I stop now after all I've done? I thought it would bring me solace. Stupid. It is too late. You cannot undo what you've done, that much is true, but it's not too late to move on. It's never too late. You're right. You must be right. I knew it all along, I just didn't have it in me to admit it. I'm glad that you do now. And here's your shawl. Try not to lose it again. А почему он не в моряцком этом? Thank you, Mr. Holmes. Thank you so much. Нифига себе, как он легко стер. Так. Так, мертвец в сейфе. Меня заинтриговали слухи об аресте Базилио Капелло, владельца знаменитой мастерской Капелло. Обстоятельства дела мы это читали. Так, его держат в камере в полицейском участке. Игры с законом. Джон предложил мне побыть полицейским хотя бы понарошку. Подозреваемые не должны понять, что на самом деле я не из полиции. Да, без проблем.
Нет, нам такая борода не подходит. Нам нужны усы какие-нибудь. Ну-ка, у нас есть очечки? Нет. Ой. Так, давайте перед тем, как сюда забежим. Там как раз рядом мой полицейский участок. Окей, окей. Take a look. Try it on. It'll be a nice... The finest clothes for the finest citizens. Так. О, вот это вообще прям классно. Не, вот это. О, вот это мне вообще нравится. Ля какой, а? Какой мужчина все-таки этот Шерлок Холмс? Я поняла, Флинн, в принципе, ничего нового. Точнее, ничего не поменялось с тех времен. Так, мне нужно в комнату допроса. Так, это не сюда. И не сюда. Идем сюда. Да господи, где он сидит? Ха-ха. Блять, это катакомбы, блин, какие-то. Где он сидит-то? Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case Господи, он is просто мастер refreshingly маскировки. unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Он чистенький и модненький. Так, он женат. Так, методичен. Базилио Капелло, владелец знаменитой мастерской, где производят сейфы, замки и двери. Его подозревают в убийстве Никола Детти,
Сейчас он находится в полиции под стражей. Ему чуть за 40. Человек методичный и принципиальный, весьма серьезно относится к своему делу. Не теряет спокойствия, несмотря на арест. На руке виден синяк. Возможно, недавно ему пришлось защищаться. Заботливый семьянин. Либо импульсивен. Любит щеголять в модной одежде, склонен к агрессии, но в полицейском участке ведет себя сдержанно. На руке виден синяк. Возможно, недавно подрался. Дорожит своей семьей. Мне кажется, вот это. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? No. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal? No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met, and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Cordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. Или, возможно, у кого-то из его семьи был мотив. There has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavour to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently.
Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, little else I can do. Ну, он такой спокойный. Так, а где его жена? Так, окей, нам нужно найти его жену. Может, спросим? May I ask you something? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Так, ну, навряд ли она за решеткой, она же как... это, наверное... Где он это сказал? Я только что это слышала. Где он это сказал? Ой, тут вообще какая-то камера пыток, вы видели? Так, ладно, окей. Ладно, все-таки, значит, получается, там это было. В архиве она, наверное, навряд ли сидит. А, вот она. You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Недавно принимал лаудану. Что это такое? Крутить на пальце кольцо. Впечатлительно. Августа Капелло, супруга Базилио Капелло, подозреваемого, ей не исполнилось и 30 лет. Занимается музыкой, но теперь работает в мастерской мужа. От волнения крутит обручальное кольцо на пальце. Недавно принимала лаудану, но следов пристрастия к наркотику незаметно. Либо потрясена. От волнения. Так они одинаковые, в смысле. Давайте впечатлительно выберем. Они там все одинаково написано. The harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later.
Так, с ним мы поговорили, это хорошо. А-а-а. Ждет в кабинете инспектора. Нам нужна фуражку инспектора. Нам срочно нужна фуражка инспектора. Сейчас мы таки придем, а мы, смотрите, мы уже инспектор. Вот так вот, повышение. А почему бы не попробовать? А вряд ли, конечно, это сработает. Да господи, подвинься! Да господи. У меня нет фуражки инспектора. А, господи, точно. Блин, спасибо. Какие вы внимательные, а? Ой, я потерялась. Сейчас надо, чтобы хотя бы немного мы отличались, наверное, как-то. Надо хотя бы очки, может, снять. Вот, все. Это другой человек теперь. Please let me rest. Нет. А может, у них форма еще как-то отличается? Please let me rest. Нет, это так не работает, окей. А почему я тут могу переодеться, блинский? Так, что у нас осталось? Так, ночной сторож Билли Ллойд. Он сейчас в мастерской Капелла на Адлер-стрит, к востоку от собора Святого Климента в Скаладио. Где-то здесь? Так, аптека. Так, еще раз, где-то к востоку от собора Святого Климента в Скаладио. На Адлер-стрит. Так, ну мы уже ушли от Адлер-стрит. А чё они сами под ноги лезут? Я не виновата. Так, Адлер-стрит у нас еще вот здесь. А, восток же в другую сторону. Я правильно иду по Адлер-стрит? Да. Вот она.
Hello there. Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property. Yeah, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Чем они меня не скидают, я их сама чем хочешь закидаю. So I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You regard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? You didn't think to mention Я the сначала burglar подумал, was что a это Why did опечатка, you не assume it was a похоже. man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, yes, spare me the sermon. When did the То есть это burglary еще и happen? женщина была. After 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Так, что он нам дал? Так, хронология событий. Около 10 утра Базилио демонстрирует сейф клиентам из банка. Сейф открыт, Базилио работает в кабинете один до прибытия жены. 15:00 в контору приходит Августа. 18:30 Базилио отправляется домой. 19:00 Билли заглядывает в кабинет, поздороваться с Августой. Да это же типа флешбеки. Флин, ты чё? 20:04 Базилио возвращается в контору через черный ход и беседует с Августой. Так, 20:09 Базилио спускается к Билли узнать, как у него дела. 20:17 Базилио уходит на ужин с деловыми партнерами, Августа остается в кабинете, Билли сидит у главного входа и читает. 22:11 Августа спускается из кабинета и беседует с Билли. 22:32 Августа поднимается в кабинет, Билли слышит, как она кричит, увидев взломщицу. Взломщица убегает, сейф закрыт. И сегодня около 9 утра в сейфе обнаружено тело Никола Дейтси. Базилио Капелло арестован как главный подозреваемый. Strength, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir. Тут ничего интересного нет. Тогда мы пойдем на второй этаж. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Походу его сначала отравили, что ли? Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe.
Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? Blood on the safe door could have been left by the victim. What a rotten way to Кот die. царапал, он, наверное, еще живой был, когда... Как ты тут Wouldn't want сидишь? to be in his shoes. I'm a bit claustrophobic. That's about Подожди, all мы of you еще... I can take. Мы еще не все посмотрели. Опять вино. The bottle is half empty. A wine, well enjoyed. Recently used, but why would it be here? Мне кажется, что его отравили сначала. A concert program from 7 years ago. An Augusta Laduca is listed as a harpist in the orchestra. Августа Ладука. Но это не некая, это, наверное, жена как раз этого... 2 theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Huh, have to respect the classics. Записка Августе от Базилио. Августа, сегодня мы не сможем побеседовать, у меня важная встреча с клиентом. Однако меня тревожит, что ты работаешь допоздна. Это занятие тебе в радость, так что поначалу я не возражала, но пришло время все обсудить. Уверен, мы сможем подобрать для тебя другое расписание. Базилио. Либо, мне кажется, что она тут не работает допоздна, встречается с любовником, возможно. Наследник Дейти возвращается домой. Никола Дейти, молодой наследник семейного предприятия Дейти, который последние 12 лет учился и работал в Британии, вернулся в Кордону. Одновременно отъезд Орацио Дейти в Италию намекает на то, что семья планирует передать Николу бразды правления предприятием на Кордоне. Нет, он не футболист. Мы будем внимательно следить за развитием событий и попытаемся взять комментарии у Базилио Капелло. Вражда Капелло и Дейти не прекращается более 2 столетий, и хотя в последние десятилетия конфликт утих, кое-кто еще помнит войны времен Гонсало Дейти и Виталио Капелло. Мы надеемся, что молодой ум Никола и взвешенная прагматичность Базилио помогут им прийти к согласию. Письмо от адвоката. Сеньор Капелло, мне сообщили, что Никола Дейти возвращается в Кордону. Неизвестно, как это влияет на семейство Дейти, но Орацио решил остаться в Риме, чтобы это не значило. В интересах семьи настоятельно рекомендую избегать Никола. Уверен, что никто из Дейти не вынудит вас отбросить хладнокровие, но неизвестно, что именно они задумали. Будьте осторожны, на кону доброе имя всей семьи. Инбокал Лупо на льду и лане. Инбока ал лупо. Что это означает? Кто-нибудь знает итальянский? Дневник Базилио Капелло. Базилио Капелло записывал в дневник дела на несколько недель вперед. Есть пара примечательных записей. Несколько недель назад у Базилио была запланирована встреча с детективом. 2 даты, сегодняшняя и вчерашняя, отмечены словом «сейф». Well-organized workplace? Mr. Capello is the best.
Okay, this chap is seriously creepy. Блин, а в смысле он тут уже? А куда это мы вышли? А куда? Зачем? Так, что мы нашли? Так, тело Никола Дейтси было обнаружено в сейфе. Гримаса на лице и на коже указывают на смерть от удушья. Вокруг рта видна пена, что для удушья нетипично. Кисти рук в синяках, ногти содраны. Похоже, убитый сам нанес себе эти увечья. На двери сейфа следы крови и царапины. Возможно, их оставил убитый. По левой стороне черепа нанесли удар тупым предметом. Неизвестно, когда это случилось, до или после того, как убитый оказался в сейфе. Одежда убитого застегнута не на все пуговицы. Так, минус 4 и 6. Пена вокруг рта появилась в результате легкого опьянения. Скорее всего, убитый пил вино. The letter F is inscribed within a four-leaf clover pattern. Passe muraille. Walk through walls in French. Our thief seems rather arrogant. A comprehensive set of lockpicks, recently cleaned with no fresh scratches. А какую дверь-то осмотреть надо? Так, ну у нас только ключевые улики найдены. Нам нужно найти все. Какую-то дверь сверху. Какую? Тут ничего не осматривается больше. Тут только две двери.
Может, ему надо что-то сказать? Oh, actually, no. Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes of you talking without air. I'm sorry, did you say something? No, no, very enlightening, Mr. Roy, thank you. Do you know anything about these entries? No, but Mr. Capello is so well organised. I use a different method, very popular among the Buddhist monks. You create an attic in your mind and... I'm familiar. Keep it tidy, put only necessary information in, remove unnecessary information regularly. What? No, it's called an attic. You just stuff it with everything. You never know what might prove helpful someday. That is profoundly upsetting. I don't know. Do you know whose keys these are? Probably Mr. Capello's. Police took him so suddenly. I have the same set, but it's more efficient. Has fewer keys. So you don't have access to the entire office? No. Only Mr. and Mrs. Capello have the key to the back door. Do you know what this note might be about? I cannot presume to know another's mind, of course, but I think Mr. and Mrs. Capello have been having some familial difficulties, probably due to their lack of children. One of my oldest friends helps couples with their relationship troubles, and he always says... You don't have to continue. Oh, well, he says that to me as well, but I'm perfectly happy to. No, I insist. I don't know. I know of it, but forgot. Have you noticed anything different about Mrs. Capello recently? Not really. She talks to me more when I start my shift. Probably because of the 100 Best Curry Recipes book I'm reading. Oh, and Блин, we've been какой он running out of дотошный. paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. But I'm really fast. Interesting, thank you. I don't know. What can you tell me about Mr. Capello? He's a good employer. Нет, он просто нарисовал собачку. Very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. Так, улики обновлены, окей. Так, что у Базилио? Уделяет много внимания работе и ждет того же от подчиненных. Билли утверждает, что Августа охотно с ним беседует, а в последнее время часто отправляет в разные места с поручениями. Так, ключ от черного хода есть только у мистера и миссис Капелла. Может, если мы эту улику возьмем, то сможем найти черный ход? Это черный ход? Нет. Какие еще улики тогда мы не собрали? Может быть, потом еще что-то будет? Пока не знаю, я ничего не вижу больше, если честно. Тут тоже ничего. Ладно, пойдемте пока, нам нужно вот сюда. Так, блин, где нам это найти?
Базилио самим. Так, пойдемте сначала в ратушу попробуем. Ой, как тут все плохо. А, да. Не, нам точно по краешам. Все правильно, Тайфун, молодец. Это нам в полицейский участок надо. Я вот почему-то подумала, может быть, по аббревиатуре как-то можно найти, но нет. Ой. Ну, вот этот Базилио тоже какой-то нечистый. У него потому что... Да-да-да, сейчас все сделаем. Так, кража. Фелиция Севинье, 26 лет, главная взломщица в банде «Дворовые парни». Убежище банды расположено на Клей-стрит в центре шахтерского предела. На правой щеке заметный шрам. Фелиция всегда по-разному объясняет его происхождение, но он появился не менее 8 лет назад. Родители погибли при кораблекрушении. Фелиция растратила наследство и встала на преступный путь. Несколько раз попадала под стражу, но охотно сотрудничала со следствием, смягчая себе наказание. Какая хитрушка. I don't know. Mrs. Capello, please take a moment to study this profile. Is this the woman who was in the office yesterday? I don't remember. Please, I feel faint at the mere thought of it. I see. Forgive me for expecting a gentleman's stamina. Mrs. Capello, would you think your husband capable of that which he is accused? No. Basilio is a good man, a devoted man. Good man. He cares about his work and cares about me. He approaches all his passions with diligence and temerity. I think there is nothing he could not achieve if he set his mind to it. Indeed, in all our years together, I cannot recall a single business opportunity Basilio failed to see through. Thank you, Mrs. Capello. Так, и пойдемте тогда с ним тоже поговорим. Ой, не сюда. What a long day. Another question? Another question? I'm afraid I have nothing to add to this. How long have you known your wife, Mr. Capello? How is that relevant, young man?
Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglar was targeting your wife. It seems unlikely, though if a Detti was out to threaten my wife... We met 7 years ago. Augusta was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes back then. I am glad she still has some of it now. And you and your wife get along well? I love her most dearly, and I know Augusta loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try Вот to это give her all she правда, он там ей wants. потому что письмо писал какое-то. I'm afraid I have nothing to add to this. I'm afraid I have nothing to add to this. Not much to say. I'm sorry. I'm interested in some entries in your diary that may prove important. Could you elaborate on these ones here? Bene. I won't name the detective, but rest assured that is unrelated to the investigation. It is just one of our clients. And those safe entries are about an interested party who was going to purchase the product. We met yesterday, and today were to finalize the transaction. Alas, that opportunity is no more. You've been a good help. Another question? What was your intent behind this note? This is private, young man, and hardly relevant. Its relevance, as it were, remains to be seen. My wife Augusta joined me in business Там крыса такая огромная пробежала, вы late видите? hours. I worry because I love her. What else do you need to know? I appreciate your candor. Так, тут у нас все. Так, что мы имеем? Так, хорошая трёпка. Джон посоветовал держать ухо востро, когда мы окажемся рядом с преступниками из дворовых парней. Идти к ним просто так опасно, а нам нужны сведения. Так, личное дело Фелиции Севинье. Августа была потрясена, увидев фотографию Фелиции, но заявила, что не помнит, та ли это взломщица. Так, Базилио Капелло. Его жена отметила, что он ни разу не упускал деловых возможностей. Августа. Играла на арфе в итальянском оркестре. С Базилио познакомился во время гастролей. Мистер Капелло утверждает, что детектив всего лишь клиент и не имеет отношения к делу, а словом «сейф» отмечены дни, когда он встречался с потенциальным покупателем. Мистер Капелло говорит, что Августа уже полгода работает в конторе по вечерам. Его это очень беспокоит. Да, любовник, по-любому. Так, у нас получается... Нам нужно... Куда нам нужно? Так, дворовые парни. Убежище банды расположено на Клей-стрит в центре Шахтерского предела. Так, Шахтерский предел. На Клей-стрит. Видимо, где-то здесь. Ой, зачем? Так, окей. Никак. Я не очень люблю, когда там вот это вот противные зайка, там киса. Фу, меня аж потом тошнить начинает от этого. Так. Вас расконнектился. Сейчас, погодите, пацаны. Не, все нормально с Вастом. Так. Да ничего страшного. Ты чё, Тайфун? Мне это не нравится, когда каждый день так делают. Или когда слишком много. Я такая просто...
Так, а тут Клей-стрит-то закончилась? May I ask you something? Are you talking to me? Так, что он сказал? Джон посоветовал держать ухо востро, когда мы окажемся рядом с преступниками из дворовых парней. Идти к ним просто так опасно. Нам нужны сведения. Excuse me, just one question. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Oh, I am bored. Может, там стоило переодеть? Да пропусти меня, пожалуйста. В нищенку. Господи, опять надо искать магазин одежды. Да, тут был улей. Но где-то здесь еще и вот эти вот отшиваются преступники. Опа, выясните, какие трубочнику нужны сведения и где их добыть. Так, надо на рынок в Шахтерском пределе. Ой. Джон оказался прав. После того, как взломщицу Фелицию Севинье увидели на месте преступления, дворовые парни решили, что их выдала другая банда и готовит месть. Я узнал, что трубочник, хромой осведомитель банды, собирает своих агентов-попрошаек. Трубочника нужно найти на рынке в центре Шахтерского предела на Маркет-Роуд. Но нам в любом случае нужно идти покупать одежду. А вот они где. Дворовые парни. Так, так что у тебя есть? Все покупаем. Мы все покупаем. Ой. Так, одежду попрошайки. Вот это, наверное, получается.
I hope you'll be comfortable in it. Идеально. Так, и куда нам? Так, я узнала, что трубочник, хромой осведомитель банды, собирает своих агентов-попрошаек. Трубочника можно найти на рынке в центре Шахтерского предела на Маркет-Роуд. Так, мы на рынке. Our clothes will be worn well. The best the flea markets can offer. Extra! Extra! The strike of the eagle! The cheapest news on the island. Thank you. Так, нам нужно найти хромого осведомителя этой банды. Мне кажется, я уже слишком далеко убежал от рынка. Так, Маркет-Роуд там. Это Маркет-Роуд нет. Так, вот здесь Маркет-Роуд. Да, это Маркет-Роуд. Do you know anything about this? Not my problem. Hello, mister. I've got some information for you. Heard you were asking. Have you now? Well, let's hear it. Так, легко. Давайте по тяжелику All of them пойдем. bandits are getting ready for a bruising. Sticks and guns and angry faces all round. I see. Better get the boys ready. Take this for your trouble. Oh, thank you kindly, sir. Thank you. Now we can get all of you at once. Be ready. Supposed to be Philip from London. А, я напугал бандитов, теперь они все соберутся в одном месте. В каком? В каком месте они соберутся? Good impression. Despite being used, these goods Buy some clothes and help me feed my family. Блин, а где они соберутся-то? Ёпарасоте, а? А, они там соберутся? На Клейстри? Ой, на этом какого? Дворовые парни, где они там? Блинский. I'm coming. Take a rest, my friend. Hello. Ай, черт! Да блин! Давай быстрее! Ой, нет, все, мы умрем сейчас. I'm coming. I'm gonna hurt you. I'm coming for you.
Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. А в смысле он меня бьет, когда это? No. You can overcome the brute now. The snuff's ready. Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Перезарядка, блин. Ой. Да что ты, блин, будешь делать, а? Don't bother moving. Give him the pepper snuff. Что, где, кто еще? Да какая перезарядка, твою ж... Пожалуйста, не стой на месте. Time to knock this guy out. Сейчас он будет перезаряжаться. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Да мы и без пыли обойдемся. Okay, okay, I give up. I give up. Блинский. And here we are, Miss Sevigny. A place where we can talk about all your recent activities. We have a nice profile on you, you know. What are you talking about? I didn't do anything. Is there nothing you didn't do, Miss Sevigny? Thieve for the gang, break into the Armor Capello office, kill Niccolo Detti? What? Kill? I didn't kill nobody. No, how? So you admit the rest. I suppose you won't mind explaining some things to me then. Ой, да она кошатница. Так, любит хвастаться. Фелиция Севинье, женщина лет 25, воровка и взломщица. Порвала штанину, когда убегала из мастерской Капелла. Хранит кулон, в котором спрятана отмычка. Носит двустороннюю куртку, в такой прочь скрыться с места преступления. Она гордится своим ремеслом, и любой сведущий человек это заметит. Так... You were in the Armor Capello office yesterday evening, Miss Sevigny. The same place that Niccolo Detti was found dead today. What happened? How would you know? You can't prove anything? It's written all over you, Miss Sevigny. I Смысл presume you готова к did not всему. intend your Я не evening то to end выбрала, with да? a fall over the railing and a fracas with felines. Need I continue? Zut alors! It was just a job, nothing else. I was asked to come. Here, see for yourself. I don't know who hired me, but I think they wanted to pin the crime on me. Poor Niccolo. When were you offered this job? Ah, mon Dieu. I don't remember precisely. I think the letter arrived around 9:30 in the evening. It sounded tricky, but the money was good. And you arrived at the office? Perhaps 45 minutes later? I am very good, sir. I was in and out in 5 minutes. I don't like lies. No, wait. Okay. It took 15 minutes. All right? Still impressive, no? You knew Mr. Detti, how? Niccolo and I grew up together. I hadn't seen him in years, then ran into him on the street, smiling with some lovely lady on his arm.
And that was the last time you saw him alive? Wait, until I found him dead yesterday. That same woman was there, too. It can't be coincidence. You saw a woman in the office? Mm-hmm. She started screaming, so I slammed the safe door and ran when I saw a guard coming. Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. Until this matter is resolved, you will remain here. Походу, это жена, мне кажется, замешана во всем этом. Так, около 21:30 Фелиция получает записку, в которой ее просят проникнуть в мастерскую капеллы и берется за работу. А около 22:15 Фелиция входит в кабинет и начинает взламывать сейф. Около 22:30 Фелиция открывает сейф и видит там тело Никола. Услышав за спиной женский крик, она захлопывает дверь сейфа. Интересненько. What exactly was your relationship with Niccolo Detti? Who? What are you talking about? Madam, please, a young woman dedicated to her music and an enthusiastic artist, your marriage to Basilio could not have offered all you needed. And then about 6 months ago, you met Niccolo Detti. There was a spark, you started to see each other. It brought passion back into your life. How could you? But your tryst didn't go unnoticed. Felicia Sevigny spotted you with Niccolo, but rather than cease your affair, you took care to avoid the public eye. You started working with your husband at the office and met your lover there in the evening after Basilio Блин, я так и departed. думала, что она Bill не would зря not там notice, остается and на you вечер. hoped neither would your husband. Do I have this right so far? Yes. I love Basilio, I truly do. But his first passion is his work. I respect that, but it left me... Шлёндра. Niccolo. Oh, sweet Niccolo. He was the man I needed. If he had had any other name, I would have talked to Basilio. But he was a Detti. And your husband suspected something. I think he did. He asked questions. Billy's schedule was moved forwards here. Yes, he suspected. And thus we arrive at the heart of the matter. How did Mr. Detti end up deceased in the safe? I do not know. Madam? I don't know anything about his death. Are you sure this is how you wish to proceed? It is the truth. Please, just leave me be. Мне все-таки, значит, этот, как вон, убил, скорее всего. Мне кажется, это было, наверное, как она сказала, муж подозревал. Вот. И я так думаю, что он узнал. Может быть, он пришел в контору, она, может, куда-то отлучилась, а он там сидит такой, вино попивает. Вот. И он его задушил. Not much to say. I'm sorry. Were you aware of this, Mr. Capello? Of the relationship between your wife and Niccolo Detti? Enough! I will not hear it. Augusta is an impressionable woman feeling the stress of this horrible situation. She does not understand what she's saying. I see. So, you think... I think that if you want to help, you should stop bothering my wife and find the criminal responsible. Not much to say. I'm sorry. Not much to say. I'm sorry. Mr. Capello, have you anything to say about the burglar's claims?
Not a whit. The woman is a liar and a criminal. I don't give it the slightest credence, and neither should you. I will return. Так, подождите, кого мы еще можем обвинить? Apologies, Mrs. Capello, but I must go. Так. Так. Блин, ну кроме нее никто не мог, потому что этот, как его, был на деловой встрече. Мне кажется, что это жена, возможно. Ну, хотя какой у нее мотив был? Как вот вы думаете, кто это мог быть? Она или он? Да, ключ был только у него и у жены. А зачем подставлять, чтобы как бы освободиться от него? Да, если она подставила, то зачем защищает? А может... Нет, я знаете, что хочу? У нас же есть еще этот, как его... Может, его допросить тоже? Как его там? Ой. У нас к тому, что там вроде не все улики собраны. Ой, а где у нас тут вообще-то? А вот. Да, у нас даже там не все улики еще найдены. Нам, скорее всего, нужно с этим поговорить, а то... Да, не помощник, а этот сторож или кто он там. А то мы не на 100% пройдем тут все. Actually... No. Oh, actually...
No. I know of it, but forgot. Oh, actually, no. Could this be the burglar you saw yesterday? That's her. So what's our plan? How do we get her? If you can afford to give me 20 minutes, my uncle has a large net. Yes, a net. I'll go and get one now, Billy, and you stay to guard the office. Так, ну мы все же тут еще не все нашли. Опа. Записка с комбинацией к сейфу. Мистер Ллойд, комбинация ко всем сейфам 00130500. Прошу впредь не запирать свои брюки в наших изделиях, иначе придется найти вам замену. The best on the market. You can wallop them, you can burn them. Nothing will work. I bet he tested that himself. Так, Билли подтвердил, что в мастерскую проникла именно Фелиция. Блин, мы что-то еще здесь не нашли. Why do I get the worst jobs? Какой столик? Где столик? Так мы его осматривали. Тот журнальный, вот этот вот. Так мы его осматривали уже. Мы тут уже все нашли. Мы тут уже все нашли. 3 из 3. Ничего страшного. Is this code memo still valid? Oh, yes. It's the same combination code everywhere. It corresponds to Mrs. Capello's birthday, actually. In fact, during this year's celebration, I was allowed a sip of champagne. That's when I had to dry my trousers, and then I had to... Okay, thank you, Billy. Все улики найдены. Короче, мне кажется, что это жена сделала. Ну, потому что... Так, не надо сейчас про еду говорить, пожалуйста. Мне все-таки кажется, что это жена, потому что вот этот помощник, я просто думала, что, может быть, он может быть причастен к этому, может быть, это он сделал. Но какие у меня есть догадки? В период времени, когда это все произошло, Базилио не было в доме. Он был на встрече. Был только этот помощник вот этот вот и жена Августа. Вот. И мне кажется, что это она отправляла письмо вот этой вот... как ее там, господи? Взломщица. Специально. Для того, чтобы синициировать ограбление и... Ну, короче, запутать, чтобы следствие, чтобы на нее никто не подумал. Вот. А для чего она это сделала? Для чего она его убила? It is a shame it has come to this, but it is patently obvious that you are responsible for Niccolo Detti's death. How dare you? I wouldn't want him to. I
I see you need some persuasion. I know that Niccolo Detti went to the office to meet you. О май гад. Так, да. It was a midnight tryst. О, с первого Niccolo раза. would visit the office once Basilio left, but this time he returned. So you hid Niccolo in the safe. A foolish move. I didn't know the code had changed. It was the only choice. I couldn't let him be found. I loved him. Really? You could have saved his life by simply speaking with your husband, but you sought to free him another way. Так. Потом, моя вторая догадка — это записки. Ну, вот это вот... Ой, где же она? Да, наняли воровку. You hired Felicia Sevigny, a petty burglar, to crack the safe, and as a result, you killed your lover. No, It's because the combination had changed. It is not my fault. You are splitting hairs, А, Mrs. все Capello. понятно. The fact Она его там remains you спрятала, chose чтобы to его никто risk не Niccolo's увидел, life rather а than он call your там husband. умер. And I know why. Так, и последнее... А, да-да-да, он задохнулся. Так, и, наверное, нужно сказать, что его там не было. You cannot prove anything. Do not А, presume блин. to tell me my feelings, boy. Leave me be. I don't think Mrs. Capello did this on purpose. I would have let her go. Ой, не то. Так, у нас тут все нормально? Да, у нас все нормально. Ой. Так, а точно? Да, точно. Так, ладно. Надо тогда что-то другое придумать. Да, непредумышленное убийство получается. It is a shame it has come to this, but it is patently obvious that you are responsible for Niccolo Detti's death. How? I see you need... Так, что у нас было первым? Деловые It was a midnight встречи. tryst. Niccolo would visit the office once Basilio left, but this time he returned. So you hid Niccolo in the safe. A foolish move. I
I didn't know the code had changed. It was the only choice. I couldn't let him be found. I loved him. Really? You could have saved his life by simply speaking with your husband, but you sought to free him another way. Так, потом у нас было... To free Mr. Detty, you hired Felicia Sevigny, a petty burglar, to crack the safe, and as a result, you killed your lover. No. It's because the combination had changed. It is not my fault. You are splitting hairs, Mrs. Capello. The fact remains you chose to risk Nicolo's life rather than call your husband. And I know why. Да я просто не знаю по порядку. Нет, я хотела, что... ну, типа, его не было там. То есть были только она и Билли Ллойд. You were afraid how it would affect the reputation of the Capellos, and you feared what your husband would do as a consequence. He's a good man, but he cares about his business, about the family. It would have destroyed him. And now he's accused of murder, Mrs. Capello. How considerate of you. Mio Dio, how did this all happen? Блин, она же не специально его убила. When the inspector arrives, tell him very little, insist you were with your husband and that he is innocent. But afterwards, you must tell Basilio about Nicolo. You wronged your husband. He deserves the truth. Perhaps. Yes, I believe you are right. Please give me some time to prepare myself. And thank you. Goodbye, madam. I'm behind you with this one. Some people deserve a second chance. Идеально. Так, ну что? Будем тогда на этом заканчивать. Ну-ка, мы можем туда спуститься и рассказать ему обо всем. А его тут уже нет. Блин, я потерялась опять. Где тут выход? Фелиция нет. Не свободно. Так, сейчас выйдем отсюда. Так, давайте переоденемся, во-первых. Время уже. Ой, на 11 минут задержались. У меня 22:11. Так, ну да, давайте заканчивать тогда. Что ж, всем спокойной ночи, хорошего вечера, приятного аппетита. Почему у меня запись какая-то идет? Ладно. Приятного аппетита. Всех чмок в пупок. Кто не придет на следующий стрим, тот лох. Вот, а я пошла кушать. Кушать хочется. Хочу жареную курочку. Всем пока, спокойной ночи.